Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит твои планы? Или события, которые повлияют на вашу жизнь? И у нас прогноз Таро на 10 дней, на декаду, на период с 1 по 10 декабря. Последний месяц уходящего года, мои дорогие. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего? И как видит для начала колода Ленорман. Мы не будем задавать вопросы, а позволим картам провести нас той цепочкой развития событий, как видят они. Конечно, будем реалистами, поскольку любой расклад, прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но в наше время турбулентное предположить, что не всегда и по нашему сценарию идет развитие событий, определенно стоит. Мы тогда словно готовы к тому, что что-то в любой момент может пойти и не так, как мы предполагали. Итак, 4 карты мы с вами достаем. События ближайшего будущего. Каковы, с чем они связаны? Может быть, это какие-то новости или сферы жизни, которыми вы будете заниматься в первые 10 дней декабря. И на колоде Таро первая карта – неожиданность. Может быть, это как раз и будет то, что изменит ваши планы или заставит несколько подкорректировать. Вполне вероятно, допускаю я и такое. Итак, какова же неожиданность для вас, мои дорогие стрельцы? В чем ваша сила? В чем ваша сильная позиция? Или что вам помогает? И по основным сферам жизни мы тоже достанем карты. Дела, работа, бизнес, у кого-то документы, кто-то учится. Вот все в эту карту. Даже если вы не работаете, находитесь дома, дома тоже хватает каких-то дел. Или иногда и документы, что-то мы отправляемся согласовывать. Вторая карта – энергия денег, финансы. Как в эти 10 дней, каковы энергии в плане денежек и личная жизнь. Достанем с вами карту совет, которую откроем в самом конце. Что же за события ближайшего будущего вас ожидают? Мы смотрим только в прямом положении карты. Это, видимо, у меня так колода была перевернута. И карта собака. Ну, прекрасно. Есть тот человек, который надежный. Может быть, общий какой-то вопрос вы решаете с человеком, и тогда карта вам подсказывает, что да, ему можно доверять. Или это, в принципе, вы можете менять свое окружение, пересматривать каждого. Могу ли я конкретному человеку доверять, или могу ли я с ним иметь какое-то дело? Для кого-то из вас просто проиграется спокойный период жизни, когда вам многое будет удаваться. И на работе, например, в целом лояльная более атмосфера, когда можно и договориться, услышать даже разные мнения друг друга и не воспринимать это где-то болезненно. Но вообще сам по себе период как раз надежный, очень такой благоприятный, я бы сказала, мои дорогие стрельцы. Да, колода оказалась перевернута изначально. Вопросы дома очень согласуются с первой картой собака. И опять же, вопросы благополучия. У кого-то могут быть, вот по дому вы что-то улучшаете, кто-то готовит дом к предстоящим праздникам, к Рождеству, к Новому году. Так вот, чтобы зашел в дом, и сразу вот этот вот дух Рождества, Нового года, предстоящего праздника, не сам по себе праздник, а наша подготовка. Или мы все где-то чуть-чуть дети, потому что нам хочется сюрпризов, нам хочется подарков, как минимум каких-то добрых известий. И вот у вас две карты такие позитивно-положительные. Наверное, такие же оптимисты, как и вы, мои дорогие стрельцы. Но и правда, добрые энергии господствуют над вами в эти 10 дней декабря. Конечно, по аркану дом могут проходить еще ваши домочадцы, ваша семья, ваши близкие люди или какой-то аспект вашей жизни личной. Может быть, и родственники, кстати, далекие, у кого-то так будет проигрываться тоже. Давайте посмотрим, что у нас. Третья карта. Будьте мудры. Жизнь наша действительно не бывает полностью предсказуемой. Эта карта, она такая достаточно темноватая, называется совы. Но помним, что сова – это символ мудрости. Поэтому, видимо, есть то, что ну вот так с налету, сходу не решишь. То, что нужно обдумать в тишине. Может быть, мои дорогие стрельцы, действовать именно по-своему.
ну, проанализировать, может быть, какую-то ситуацию. И даже если вы находитесь, или вопрос, который вы хотите решить, он находится сразу во взаимодействии между несколькими людьми, тогда можно услышать мнение каждого, но выводы делать самому. Как будто именно ваша мудрость вам будет давать правильные подсказки. И куда-то точно или с чем-то лучше не торопиться, не спешить. Каково же еще одно событие? Ух ты, белая карта. А это есть что-то неизведанное. Да, тут может быть как и неожиданность, вполне вероятно. Мы все разные. Но карта это может еще и ознаменовать новый жизненный этап. У кого-то смена работы, у кого-то смена места жительства, у кого-то важные решения по части конкретных людей или какой-то ситуации, которая связана с человеком, причем с человеком, к которому вы хорошо относитесь, который к вам хорошо относится. И, может быть, это как новая эпоха личной жизни. Вот я такое могу предположить, когда была дружба, к примеру, да, а здесь вы надумаете не просто встречаться, а попробовать жить вместе. Вот, кстати, и для кого-то так проиграется, и, конечно, вы будете обдумывать этот вопрос, все за и против. Но для кого-то это может быть и ситуация по работе, когда вы хотите попросту заработать больше денег, иметь больше доход. Для кого-то это будет как вы будете обдумывать, каким образом увеличить вот эти денежные поступления, и будете даже рассматривать вопросы, когда вы сможете работать на дому. Может быть, изменение графика работы, когда опять же хочется быть на дому. Мои дорогие девочки, к примеру, если вы даже находитесь в отпуске по уходу за ребенком, то для кого-то из вас, может быть, это, ну, может быть, вы какое-то ремесло в своих руках имеете, или что-то умеете тоже делать. Или будете искать, каким образом, даже я сижу дома, но хотелось бы мне еще какую-то денежку заработать. Вот есть все-таки по аркану дом проходит сразу и как вопросы с имуществом, с домом, и, как я сказала, с нашими близкими. Но это еще и карта надежности, она где-то может говорить о ваших планах, но вот в деньги что-то может упираться. И, значит, в таком каком-то спокойном режиме вы можете, ну, практически какое-то как с чистого листа будущее для себя запланировать, что-то узнавать, не просто как сама по себе мечта. Просто белая карта тогда будет говорить, у каждого своя мечта. А есть вот то, что нужно обдумать. Может быть, составить себе план минимум, план максимум и разложить на какие-то подпункты. И буквально так подойти детализированно, узнавая, может быть, пункт за пунктом, как мне это осуществить. Или что из этого вытекает, что следует, как мне какое-то дело тоже решить. Но давайте посмотрим, что нам дополняют карты Таро. Королева мечей. Вот, кстати, это карта независимости. Точно, вся колода перевернутая. Ну, видимо, или нормально. Точно. Вот смотрите, тут на дне колоды у вас был букет. И букет это всегда мы можем договориться. А еще это подарки. А еще это радостные известия. Какие-то приятные контакты, но, в общем-то, нам об этом сказали, а с чем это связано. А вы знаете, много будет вообще, в принципе, каких-то контактов. И вам понравится это время, потому что даже если есть какой-то вопрос на обдумывание, ну, вариантов тогда, из чего обдумывать и выбирать, будет больше. Кто-то из вас будет ждать конкретно письма или сообщения. Может быть, вы ждете получения документа важного, и это для вас словно вот будущее. Не случайно, посмотрите, словно, ну, как будто на столе лежит наше письмо, и вот окно, и которые двери, можно сказать, в будущее одновременно, и голубь. Какие-то добрые известия, мои дорогие. Но есть и выбор. Может быть, вот эта белая карта. Выбирать, как будто решаться на что-то надо. Нам перекресток, 4 направления. В 4 стороны мы сразу не пойдем. Нужно вам выбрать что-то одно. Любовь, мои дорогие. Ну, вот это все то, что вот две эти карты. Ладно, не тяну дальше, а то наш прогноз будет до бесконечности. И если мы говорим королева мечей, вот правда, выбор есть. На что-то нужно решиться. И у нас на дне колоды Таро паш мечей.
Обратите внимание, существует действительно какой-то выбор, и может быть он где-то иррационален, или вам придется действовать не так, как, допустим, вашу тему какую-то будут все подряд одобрять. Или это касается личной жизни, вы хотите тоже на что-то решиться. И словно пройти вот над этим самым обрывом по тоненькой жердочке. Может быть, вам придется что-то изучать. У кого-то, правда, проиграется как дополнительный заработок или смена работы, смена профессии. Вы что-то учите. И буквально в этой карте знания сила. Кто-то может изучать законы, кстати, как они будут работать для меня в том или ином случае, в зависимости, что вы хотите осуществить. Ну и вот эти лампочки, как свет, знания, они нам представлены дополнительный какой-то баланс, который помогает удержаться как раз в равновесии, в балансе. И птицы – это информация. Информации будет много, может быть, и людей много. Иногда по пажу мечей мы выбираем какое-то другое направление в принципе. И поэтому для вас, у кого-то может быть сопряжено с вашей деятельностью, когда меняется и работа, и даже где-то, ну, может быть, не совсем в том ключе, как вы выполняли какую-то работу прежде. Или организация как-то меняется, или какие-то планы тут тоже корректируются. Скучать вам будет некогда, мои дорогие стрельцы, но я должна сказать, что эти перемены для вас очень позитивные. А по королеве мечей самое главное, мы сохраняем свою независимость. И надеемся, кстати, сами на себя. Значит, будет какой-то вопрос, с одной стороны, с учетом, опять же, пажа мечей. Какой-то конфликт мы не должны расширять. Вот эту дистанцию недопонимания, ее не нужно увеличивать. Где-то, ну, может быть, есть. Для кого это актуально, тогда будет важно услышать. И независимость мы не через доказательства усиливаем, а путем того, что как раз надеясь на себя самого или саму, мы детально обдумываем какой-то вопрос, как поступить. Может быть, есть темы, когда вы выйдете из какого-то дела, причем сделаете это красиво. Может быть, по-английски кто-то сделает, с учетом королевы мечей. Как неожиданные события вас могут и к этому подтолкнуть шагу тоже. Вы на что-то решитесь, безусловно. Причем королева мечей – это аналитика. С другой стороны, это интуиция. Если мы говорим, что такое интуиция, это тандем нашего интеллекта, как и высший разум, и прежнего опыта, который мы не хотим, если он был со знаком минус, повторить. Поэтому есть какая-то у вас очень важная тема, которая для вас открывает новые перспективы, но подойти к этому нужно рационально. И причем самому принимать мудрые решения. Ваши сильные позиции. Двойка чаш. Ну, правда, вы тут со всеми договоритесь, для кого-то из вас не забудьте про личную жизнь. Все же это карта любви в этой колоде, взаимодействия. И нам где-то говорят о том, что от того, как ты договоришься, вообще у тебя жизнь будет играть разными красками. Поэтому, несмотря на королеву мечей, нельзя замыкаться в себе. Ну, вы-то и не похожи на таких людей, которые замыкаются в себе. Но бывают у нас такие периоды жизни, когда никого видеть не хочется. И это всех знаков зодиака касается. Какой бы ни был человек оптимист, но иногда приходят те события, когда они нас застают где-то врасплох. И нам, прежде чем мы сделаем следующий шаг, мы должны привести самих себя в порядок, в какую-то гармонию в душе. И вот это по части как раз двойка чаш. Это есть люди, безусловно, которые вас поддерживают, а для кого-то из вас история любви. И даже если вы, мои дорогие стрельцы, у вас именно сильная позиция, как и среди своих близких, как и по части личной жизни для себя сделать что-то хорошо, или развить отношения, или если вы один или одна, всерьез задуматься о том, ну нет, надо как-то продумать, где, изменив мой социум, я могу больше познакомиться. Все же тут как будто и все карты об этом говорят. Ваш социум определяет или, по крайней мере, где-то закладывает ваш будущий успех на последующий период, и поэтому расширять какие-то приятные контакты или дружбу, завести новых каких-то друзей, может быть, и по интересам, или по вашему хобби,
Ну или самые разные, наверное. Кто-то может пойти учить языки, и вполне вероятно, просто даже ради любопытства, ради хобби. И там вы тоже заведете новых друзей и новый круг общения. Все то, что через контакты, это ваша сила. Дела, работа, бизнес. Четверка пентаклей, карта жадины, мы все сохраняем. Но 10 дней не такой большой срок, и я так вижу, что спокойный период жизни, правда, мои дорогие. Нет тут какой-то, ну, если только и есть какая-то неожиданность, это потому что вы скорее должны либо с чем-то определиться, либо это ваш какой-то интерес, который инициируете вы, или какое-то дело инициируете тоже вы. Потому что, опять же, вы чего-то хотите добиться, достичь. Но основываетесь, ведь это карта якоря, когда у вас сейчас все в порядке и под контролем. В принципе, не будет каких-то таких, знаете, синкоп, когда все с ног на голову переворачивается. По крайней мере, скорее всего, нет. Я имею в виду из каких-то новостей таких внезапных. А если что-то и приходит, то это та история, которая уже у вас была прежде. Это не есть что-то новое. И где-то на сохранение вот такие энергии нам предлагают карты. Деньги, мои дорогие, отшельник. Ну, как будто на этой неделе деньги не приоритет. Отшельник – это у нас всегда как верховный духовный учитель, отчасти философ, путь жизни. Есть что-то более важное, чем материализм для вас, мои дорогие стрельцы. И это может быть как мечта или какая-то возможность. Но переложить вот вашу мечту на реальные рельсы определенно стоит. И плюс, видимо, исполнение вашей мечты все же будет зависеть от того, как вы с кем-то договоритесь. Не будете, может быть, настаивать на своем. Даже в личной жизни бывает так часто, что мы ведь два разных человека сходимся. Да, и бывает, мы живем годами, и десятилетиями мы живем. И нет, но так время от времени мы вспоминаем, что да нет, вот какой-то я другой. А мне казалось, что я своего супруга или супругу знаю так хорошо, а они нас удивляют. Вот такое тоже может быть, потому что все же мы разные. И от того, как мы договоримся, какой-то баланс установим, это тоже будет порядок в душе. Но по аркану отшельник нам не говорят конкретно о слове «цена». Здесь говорят, что в первую очередь все то, что касается ценностей. Любовь, дружба, эмпатия, искренность, мои дорогие. Вот это лежит в основе какого-то важного дела, может быть, зарабатывания. Я могу отчасти сказать еще такой момент. Отшельник, если мы говорим, какая-то высшая истина. И если вы хотите осуществить какой-то проект по бизнесу, по работе, какая-то тема есть у вас, у каждого будет тут что-то свое. Где-то карта будет давать подсказку, что не подавай решение какого-то вопроса, который ты хочешь осуществить. Не подавай с позиции, что это нужно тебе. Ну, понятно, тебе это нужно, но ты это подавай, как будто это будет полезно людям. Или это будет нужно, это будет, в принципе, правильно и какие-то аргументы привести. Или это может иметь какую-то ценность духовную. И тогда вы со многими договориться сможете еще быстрее. Где-то быть философом придется, потому что это вам буквально помогает решить какой-то финансовый вопрос. И не торопиться, и надеяться, безусловно, на себя. Может быть, вот эта карта совы о мудрости. И вот как раз отшельник – это тоже мудрец. Поэтому финансы, распорядиться финансами нужно тоже мудро. Личная жизнь. Ну, вот посмотрите, две собаки. Знаете, ведь этот планетарный период, декабрь, ноябрь, кстати, тоже, и где-то с заходом на октябрь еще, к нам могли возвращаться люди из прошлого, или тех, кого мы знали. Они могут и написать, или мы их можем встретить в любом месте случайно. Может быть, и давно не списывались, и не виделись. И здесь вдруг какие-то контакты, они могут возобновиться с новой силой, с новым интересом. И тогда, мои дорогие, не отталкивайте. Для чего-то люди, которые возвращаются в нашу жизнь, они нам нужны. Какая-то история дружбы будет тоже очень важна. Может быть, история личной жизни. Где-то карта шестерка чаш – это ностальгия. Значит, что-то мы хотим. Мы можем и вспоминать, конечно.
то, что мы пережили, безусловно. Но все же по этой карте есть какой-то реально конкретный человек, с которым вам хорошо. Или вы можете какие-то контакты возобновить. Очень позитивный как раз период и на дружбу, и на эмпатию, и на личную жизнь, на развитие любовных отношений. Но не совсем, мои дорогие, через страсть, а через искренность и взаимопонимание. Очень положительная карта. Может быть, кто-то из вас как раз какой-то, вот или отношения даже, прежде, ну, как-то даже поссорились, может быть, а здесь можете помириться запросто. Или не поняли друг друга. Тогда важные разговоры какие-то вы можете провести. Или для кого-то из вас, я не говорю для всех, человек, которого вы знаете, вам буквально может прийти на помощь. Потому что где-то вы помогали прежде ему. И такое для кого-то проиграется. Давайте карту совет. Ну вот как эта белая карта. Главное, не оглядывайся назад. По аркану колесницы вам отсюда полный вперед. Мужская энергетика идет у этой карты. И нам говорят, встречай все новое, что приходит на твой порог. То, что не имеет значения, или то, что у тебя не получилось осуществить, где-то не пытайся реанимировать. И если мы даже, кстати, про отношения, вот я только что говорила, да, люди могут возвращаться из прошлого, но это должен быть тот контакт, когда вы хотите где-то этого возвращения, и человек хочет, или вы вдвоем допускаете, что да, есть какие-то общие интересы, темы, что-то должно быть продолжено. А если мы, ну, где-то в одностороннем порядке мы хотим, а противоположная сторона ни в какую, вряд ли мы тут достигнем взаимопонимания. Значит, нужно делать выводы и идти дальше, мои дорогие. Вот об этом тоже говорит карта. Но ведь это карта последующего успеха. А еще нам говорит карта, ведь это карта скорости. Будет какой-то пункт, который вы буквально по скорости не должны упустить. Ведь это словно сама судьба пытается вам дать как фору, шанс какой-то, и его обязательно нужно использовать. Если мы отложим что-то на потом, завтра возможности это уже может не быть. И, может быть, у кого-то из вас переезды, мои дорогие, смена у нас дома, буквально, или вашего жилища. Может быть, вы уже переехали и будете адаптироваться и адаптировать вообще свой быт к той обстановке, в которой вы находитесь. А у кого-то это перемены могут быть, опять же, в работе или в личной жизни. Но я сказала вам отсюда полный вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.